Карамельный вкус с фруктовым ароматом. Сегодня приготовим цитрусовый хлеб необычным способом. Возьмем теплую воду, теплое молоко, добавим дрожжи, сахар, соль, яйцо. Немного перемешаем и постепенно добавим муку, сливочное масло. Замешиваем тесто минут 5-7. Форму можно смазать 1 столовой ложкой растительного масла. Накрываем пищевой пленкой и отправляем в теплое место примерно на 50-60 минут. Тем временем подготовим начинку. Для этого возьмем лимон и апельсин. Вымоем хорошо фрукты и снимем цедру с помощью терки или специального ножа. Постарайтесь, чтобы белых частей из кожуры не было. Они могут давать горечь. Добавим размягченное сливочное масло, сахар. Хорошо перемешиваем начинку. Вкус лимона и апельсина заполнил всю кухню, и скоро к нему присоединится еще и вкус свежей сдобы. Время прошло, тесто готово. Присыпаем поверхность мукой и выкладываем тесто. Нам нужно раскатать его 20 на 30 сантиметров по размеру формы. Форма у меня прямоугольная. Кстати, для этого хлеба подойдет очень вкусная закуска из сливочного сыра. Ссылку оставлю в видео подсказки справа вверху. Дальше равномерно распределяем нашу цитрусовую начинку по тесту. Следующий шаг интересный, но не сложный. Тесто нужно нарезать на части, вначале вдоль, примерно на 3 одинаковые. Затем складываем их друг на друга в стопочку и делим поперек. У меня вышло 5 частей. Посмотрите, кусочки помещаются по ширине в форму. Ее предварительно можно застелить пергаментной бумагой. Не обязательно выкладывать квадратики ровно. Поэкспериментируйте. Одни части чуть левее, другие чуть правее. Накрываем пищевой пленкой и дадим отдохнуть еще минут 20-25. Запекаем в заранее разогретой духовке, режим вверх-вниз около 30 минут. Этот хлеб интересен не только вкусом, но и формой. Его можно даже не нарезать. Отламывайте кусочек, намазывайте сыром, маслом, соусом и наслаждайтесь.